Аньон! Меня зовут Марина, и сегодня я предлагаю тебе заценить правила приличия в Корее. И немного в Азии. Неприлично про правила приличия. Есть некоторые моменты, которые вы должны соблюдать в Корее в рамках своего поведения. Я не про те, что нельзя вызывающе одеваться, девушкам раскрывать, показывать ключицу, не дай бог грудь. Не-не-не, я не про эти сейчас. Хотя короткие юбки носить можно. Но я про правила поведения в обществе. Одно из главных отличий — это то, как мы подзываем людей. Я не про йогио, чогио, не-не-не, не вот эти, а когда мы подзываем пальчиками. Ни в коем случае не подзывайте к себе никого пальцем, либо ладонью вверх. Сюда иди. Нельзя, это грубо. Таким жестом подзывают собак в Корее. Либо когда вот мужчины ругаются. Ну-ка. Да, поэтому не надо. В Корее, когда вы хотите подозвать человека, вы должны опустить ладонь вниз и подозвать его именно ладонью вниз. Йогио, Ирива, не сюда. И чем выше ваша ладонь, тем менее это уважительно. Поэтому постарайтесь ладонь сильно вверх не поднимать. Также в Корее не принято при встрече целоваться, даже в щечку. Хотя особо продвинутая молодежь изредка допускает такие погрешности. При встрече корейцы всегда кланяются друг другу. Конечно, глубина поклона зависит от ситуации, но суть в том, что чем глубже ваш поклон, тем больше уважения этому человеку. Так что я вас глубоко уважаю. В ресторанах барбекю обычно готовят парни. Конечно, если вы пришли только в девчачьей компании, то это будет делать кто-то один из вас. Кто хочет заморать свои руки и быть ответственным за прожарку мяса? Но так уж повелось, что если в компании присутствует парень, то данные полномочия ложатся на его плечи. В Корее, если вас столкнули или вы кого-то задели, вообще извиняться не принято. Поэтому сильно не серчайте на корейских аджумонидыль, чихачой. И помните, что в метро есть специальные места для старших, в автобусах тоже. Садиться на них ни в коем случае нельзя, даже если вы единственный пассажир в вагоне. Правила этикета. Эти места вы легко признаете, они окрашены в другой цвет, и везде будут таблички пожилых, инвалидов и так далее. Ну, либо, если вы знаете корейский, написано будет «до, як, ча, сок». Все, прочитали? Ага, место не для меня. Идем на ильбан, на обычное сиденье. В Корее обычно все предметы подаются двумя руками и также принимаются. Знак уважения, почтение. Даже в магазинах, заметьте, все чеки, карточки или покупки вам отдают двумя руками. Также можно просто подавать правой рукой, но при этом левой придерживая ее за локоть. Это тоже своего рода жест уважения. А вообще, что в Азии под запретом? Как говорят, не наступайте на больные мозоли. То есть в Корее нельзя хвалить Японию, в Японии нельзя хвалить Китай. На Филиппинах не принято шутить по поводу еды и Папы Римского. Про папу не шутим. В Южной Корее также не рекомендуется упоминать Северную Корею. Не рекомендуется не знать, что так делать нельзя. Можно попробовать, и вы узнаете, что будет. На своем опыте. Конечно, не забывайте следить за своими манерами. Хвалебный тост пропадет даром, если его облечь в неправильную форму. Например, чокаясь, следите за тем, чтобы ваш бокал был ниже, чем у вашего начальника. Никогда нельзя отказываться, если вас угощают едой, лакомством или алкоголем. Спрячьте, выплюньте, но отказаться – это неуважение. Но иногда в еде следует проявлять сдержанность. Не берите с главного блюда последний манду или пельмень, проще говоря. А иначе хозяевам, которые вас угощают, придется еще раз заказать целое блюдо. Так, кстати, и в Китае тоже. Но я думаю, вы уже наслышаны, что нельзя в рис палочки вставлять вертикально. Ни в коем случае. У нас тут не поминки сейчас. Так как в Корее и в других азиатских странах это напомнит всем, кто рядом с вами за столом, о разных благовониях, которые жгут в знак траура по умершим. Если в Японии чавканье, это прихлепывание супа считается как комплимент, то в Корее панде, наоборот, не надо лапшу прям с тарелочки заливать себе в ротик. Для этого есть палочки, ложка. Не считай «да» положительным ответом.
не в Корее. Как говорят бизнесмены, очень часто проблема состоит не в том, что сказали вы, а в том, что не договорили ваши восточные партнеры. Говорят, что один руководитель высшего звена потерял свою работу, потому что решил, будто представители корейской компании сказали «да» в ответ на их предложение продать 51% акций. Вау! Контрольный пакет акций. Продать. Они просто имели в виду, что они поняли его вопрос. Но, например, в Китае, когда быстро говорят «нет, нет, 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 нет», как правило, это означает, что вы должны предложить больше либо информации, либо данных, ну, либо денег, взяток и т.д. В то же время в Японии, в Таиланде, отчасти в Корее слово «нет» сразу и напрямую вам в лицо обычно не говорят. Они увиливают, как змейки. Просто более вежливая форма отказа считается отсрочка ответа, либо различные предлоги. Иногда в Корее трудность состоит в том, чтобы получить вообще хоть какой-либо конкретный ответ. В общем, если вы будете более-менее соблюдать эти основные правила приличия, то вы не ударите в грязь лицом. Особенно это касается бизнес-сферы в Корее. Вам потом с этими людьми работать, денежки делать. Если тебе понравилось это видео, то ставь палец кверху, подписывайся на канал. А если ты впервые попал на это видео, то предлагаю посмотреть главное видео, о чем этот канал и с чего все началось.